Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, у нас с вами 19 декабря. Сегодня у нас с вами вторник. Обращаем ваше внимание, что сегодня день Святого Николая, поэтому обязательно в этот день попросите у высших сил всего того, что для вас важно и нужно. Помните о том, что Святой Николай каждого услышит в этот великий день. Также, друзья, обращаем ваше внимание, что сегодня день больших денег, поэтому обязательно в этот день выйдите на улицу и скажите волшебные слова, и вы увидите, как Святой Николай поможет вам привлечь все те мыслимые и немыслимые блага, которые вам нужны. Также в комментариях к этому видео обратитесь к Святому Николаю и попросите того, что вас действительно важно и нужно. Только, пожалуйста, пишите это искренне, потому что вы можете написать все, что угодно, но высшие силы Святого Николая, вы знаете, обмануть невозможно. Поэтому пишите искренне от чистого сердца. Кроме того, может быть такая ситуация, что когда вы будете писать письмо в комментариях к Святому Николаю, вы начнете плакать. Это нормально. Ваша душа, ваши энергии очищаются, и это очень важно. Обратите на это внимание. Итак, друзья, сегодня 19 декабря. Давайте проговорим, что же нас сегодня ждет по лунному календарю. И вы знаете, сегодня по лунному календарю достаточно шикарный, такой вот изобильный достаточно день. Поэтому очень важно, чтобы вы прямо вот после просмотра этого видео настроились на мыслимые и немыслимые блага. Да, вот именно так, на мыслимые и немыслимые блага. И знаете, сегодня у многих людей будут и подарки, и сюрпризы, и появятся какие-то интересные новости, которых, возможно, вы очень долго ждали, но они никак не приходили, не поступали в вашу жизнь, потому что было не время. Но сейчас все обязательно изменится. Также обращаем ваше внимание, что сегодня 7-е и 8-е лунные сутки, растущая луна в знаке зодиака Рыба. Что же нам несет этот день по лунному календарю, друзья? А сегодняшний день – это день решительных поступков. Если вы сегодня что-то задумали, если вы давно что-то планировали, то сегодня тот день, чтобы двигаться, чтобы это осуществлять, делать, реализовывать. И у вас это обязательно получится. Также обращаем ваше внимание, сегодня, если у вас будут появляться какие-то задачи, дела, которые были в прошлом, которые вы отодвинули в долгий ящик и решили, что сегодня не день, но сегодня они у вас проявляются, знаете, это вам подсказка от Вселенной, что пора этот вопрос закрывать, решать или разрывать те же отношения. То есть сами для себя вы должны раз и навсегда принять решение. Кроме того, сегодня у некоторых людей могут произойти какие-то непредвиденные события. Это будет все только в хорошем смысле слова. То есть кого-то будет кто-то удивлять, кому-то дарить будут подарки, кто-то кому-то поможет даже добрым словом. А вы знаете, иногда доброе слово даже от чужого человека достаточно сильно окрыляет, помогает, вдохновляет. И даже человек начинает по-другому смотреть на мир. Кроме того, обращаем ваше внимание, что сегодня у многих людей будут происходить еще и внутренние изменения. И если вы чего-то достигли в жизни, пожалуйста, сегодня этим не гордитесь, не надо кичиться, не надо это показывать, потому что это только ваше, это ваши достижения, это ваши победы и никого другого. А если кто-то пытается залезть вам в душу сегодня, сказать какие-то каверзные слова, не стоит таких людей подпускать в свою жизнь. Иногда очень часто бывает так, что люди хотят общаться и дружить с теми, потому что они имеют власть, они имеют деньги. Но дело в том, что в тот момент, когда человек это все теряет, о нем забывает. Вот с такими не стоит людьми быть, дружить, которые считают, что только ради дружбы. Дружба должна быть ради денег, власти, связи и так далее. Помните, это не та дружба, потому что все должно быть искренне идти от чистого сердца, потому что деньги, знаете, это вы сами все знаете, что это проходящее, да, а вот эти отношения, настоящие чувства, это вот оно есть и оно есть, знаете, вот как по умолчанию, это нельзя не удалить, не разорвать, ничего с этим нельзя сделать. Кроме того, сегодня у людей будут появляться очень большие амбиции, многие люди будут считать, что они могут перевернуть горы и совершить многие поступки какие-то. Если вы чувствуете, уверены
в своих силах, обязательно так и делайте. Но если вы в чем-то не уверены, вам где-то тяжело, вы не знаете, как вам поступить, возьмите паузу. Возможно, в вашем окружении есть люди, которые обязательно вам в этом помогут. Помните о том, что вы всегда можете какие-то моменты из своей жизни отложить и переосмыслить, подумать. Потому что бывает так, что человек, знаете, пытается открыть какую-то дверь, а у него это никак не получается. И человек вроде уже забывает об этой ситуации, потом раз, это опять всплывает, но уже появляются люди, появляются возможности, появляется понимание той или иной ситуации. Поэтому не рвите сердце, если у вас сегодня что-то не получается. А лучше займитесь своим праздничным настроением. Если сегодня вы одинок и не знаете, что вам делать, да, вы устраиваете себе сами праздник, закажите, например, себе в кафешке капучино со вкусным зимним пирогом и так далее. Но порадуйте себя. Помните о том, что вы сами у себя, вы пришли в этот мир, и вы, к сожалению, так же само уйдете. Вы даже не сможете в тот иной нематериальный мир даже взять паспорт. Обратите на это внимание. Многие люди думают, что в тот мир они берут все с собой, и движимое, недвижимое имущество, и связи, и деньги, и так далее. Вы знаете, мы ничего туда не забираем, поэтому живите, радуйтесь, восхищайтесь. Конечно же, не забывайте про своего ангела-хранителя, обращайтесь к нему, обращайтесь к высшим силам, просите о той помощи, и они обязательно вам помогут, при этом в том формате и так, что вы даже будете удивлены, то есть потому что высшие силы, ангел-хранитель даже лучше знает, как будет для вас, для вашего тела. Конечно, мы хотим только вот так, а никак иначе, но нужно уметь лавировать. Это жизнь, и каждый день мы с вами чему-то учимся. Кто это понимает, у того много чего интересного происходит в жизни, и он всегда находится на гребне волны. Что же касательно бизнеса, денег, знаете, сегодня, к сожалению, в какие-то моменты могут возникать какое-то непонимание, связанное с бизнесом, связанное с деньгами. Это будет ввиду того, что люди ранее не нашли общих контактов, не нашли общего понимания той или иной ситуации, и сегодня, знаете, как будто кто-то сталкивает лбами. Поэтому, если вы чувствуете, что у вас в бизнесе, или у вас на работе, или с деньгами кто-то вот напряжет, какая-то напряженная ситуация, подумайте там, а почему это происходит именно сегодня, хотя день сегодня достаточно замечательный. По своей энергетике он достаточно изобильный, он денежный день. Вы подумайте, возможно, кто-то в вашем окружении посылает вам негативные вибрации для того, чтобы вы ничего не имели. А вы отправляете им просто любовь, отправляете им радость. Это очень важно, друзья. Когда вы отправляете любовь, помните о том, когда вам отправляют агрессию, негатив, и вы тоже им отправляете, то в результате что происходит? Взрыв происходит. А когда вам отправляют негатив, а вы отправляете любовь, радость, то вот этот негатив, он затухает, потому что ему неоткуда проявиться и далее, знаете, увеличиваться как снежный ком. Обращайте, пожалуйста, на это особое внимание. Что же касательно здоровья, то сегодня хорошенько было бы здорово поголодать, заниматься и очищением своего организма. Обратите внимание сегодня на желудок и на периферическую нервную систему. Кроме того, обращаем ваше внимание, особое внимание обращаем для тех людей, кто ведет сидячий образ жизни. Сегодня для вас критически все-таки будет день. А также сегодня самая легкая простуда, которая возникнет именно в этот день, 19 декабря, может представлять какую-то серьезную угрозу. Поэтому проводите сегодня профилактические меры и старайтесь не оказываться в ситуациях, когда вы можете, например, чем-то заразиться. Что же касательно стрижки волос, то стрижка волос в этот день, 19 декабря, дает долголетие, дает хорошее здоровье, сделает вашу жизнь достойной в глазах окружающих. Хотя, возможно, и не сразу, но в ближайшие месяцы вы можете увидеть изменения. Также сегодня хорошо заниматься командировками, путешествиями. Также, если у вас есть какие-то судебные разбирательства, сегодня для этого достаточно прекрасный, чудесный день, чтобы разрешить какие-то конфликтные ситуации.
Также, если вы сегодня дома занимаетесь уборкой, ремонтом, то не забудьте сделать перестановку мебели, потому что это по-новому покажет вам какие-то моменты и нюансы в вашей квартире или в вашем доме. Также сегодня не рекомендуется вести сидячий образ жизни, день может стать для вас критическим. Также обращаем ваше внимание, для некоторых людей сегодня будут неожиданные повороты событий, конфликты, ссоры или чрезвычайные ситуации. Но это все, опять же, будут сегодня зависеть только от вас и от тех вибраций, которые идут от вашего сердца. Что же касательно общения с начальством, то решайте сегодня все обыденные рабочие вопросы, обсуждайте все то, что вот вы бы планировали, уже даже можете обсуждать планы на следующий год. Вас услышат, но каких-то действий сегодня не стоит принимать. Что же касательно смены места работы, если вы планируете, то, знаете, сегодня можно обдумывать, именно, девочки, мальчики, именно обдумывать переход на новую работу. Но сам процесс лучше, конечно же, перенести на другой день. Кто занимается недвижимостью, дорогие наши риэлторы, или кто собирается покупать, продавать, знаете, у вас сегодня прекрасный, вот замечательный день для операций с недвижимостью. Также обращаем ваше внимание, что сегодня благоприятный день для зачатия, но в этот день не рекомендуется вести сидячий образ жизни. Также обращаем ваше внимание, сегодня хорошо заниматься планированием своего дома, перестановкой мебели. Что же касательно снов, то сны довольно часто бывают сегодня пророческими. Во сне вы можете получить, например, намек или подсказку о вашем истинном предназначении в жизни, или, возможно, вам придет совет, чем вам надо заниматься. Обратите на это внимание. Далее давайте проговорим, какая же сегодня нам карта выпала от Архангела Михаила. Итак, друзья, выпала карта, очень удачная, которая звучит следующим образом: бесстрашно идите вперед. То есть эта карта говорит нам о том, что мы с вами на верном пути, и наши планы, которые мы желаем, которые мы хотим, чтобы они реализовались, они обязательно сбудутся. Но здесь очень важно, чтобы вы имели добрые намерения в своем сердце, а шаги, которые вы предпринимаете для реализации, должны быть направлены только в созидательном направлении. Обращаем ваше внимание, ни в коем случае не отправляйте людям посылы негатива. Почему? Потому что, отправляя, еще раз, это все вам вернется рано или поздно. Сейчас мы с вами энергии, возможно, уже кто-то видит и многие чувствуют, и мы уже с вами говорили в закрытом чате о том, что сейчас время будет ускоряться для тех событий, которые идут на разрушение. Если человек постоянно мыслит, думает в негативном ключе, это все ему возвращается в жизни, при этом в приумноженном виде. А если человек все в созидательном русле видит, то ему это все возвращается, при этом в тот момент, когда, возможно, он даже не ожидает. Поэтому, знаете, станьте таким знаете, энергией любви, радости, мира. Даже если вас провоцируют сегодня, ни в коем случае не поддавайтесь. Также обращаем ваше внимание, если вы не знаете, как вам поступить в каком-то шаге или в каком-то действии, или вы в чем-то заблуждаетесь, у каждого своя ситуация, девочки и мальчики, то скажите просто, возьмите просто голову, поднимите вверх и скажите: Архангел Михаил, высшие силы, мой ангел-хранитель, покажите мне следующий шаг, или покажите мне дорогу, куда мне нужно прийти, или дайте мне знак, дайте мне помощь, ту, которая мне нужна в данный момент. И вы знаете, все придет в вашу жизнь. Помните о том, что стучитесь, и вам будут двери открыты. Помните об этом. Также обращаем ваше внимание, что сегодня очень важная молитва, которую мы рекомендуем всем прочитать. Она звучит следующим образом: спасибо, что сопровождаешь каждый мой шаг, держишь меня за руку, даешь мне уверенность и мужество и направляешь мои мысли и действия к любви и моей истинной жизненной цели. Девочки и мальчики, эти слова молитвы будут в описании к этому видео, поэтому обязательно проговорите их. И как мы уже сказали ранее, друзья, сегодня действительно шикарный день, и сегодня день больших денег, то есть сегодня к вам могут приходить подарки в виде денег, подарки, какие-то добрые дела вы можете, поэтому сегодня в любое время, когда вам будет комфортно, удобно, когда вы будете в прекрасном настроении, скажите следующие слова: Святой Николай, ты помощник во всех
всех делах. Помоги мне, называйте имя, наполни все карманы деньгами, приумножь мои материальные и нематериальные блага. Дай мне и моей семье достатка и благополучия. Истина, да будет так. Произнесли эти слова, после этого идете заниматься своими делами. Также постарайтесь, чтобы в вашем окружении также тех, кого вы любите, попросите, чтобы они также проговорили эти слова, потому что они так будут правильно настраиваться с энергиями Вселенной. Помните об этом. Друзья, вот такой вот день 19 декабря. Мы всех поздравляем со Святым Николаем. Пусть в вашей жизни высшие силы, архангелы, ангелы вам помогают, направляют вас, поддерживают в самые сложные моменты. Мы всем желаем всего, что только можно пожелать от чистого сердца. Прямо сейчас на экране, друзья, вы видите 2 всплывающих окна. Это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам мыслимых и немыслимых благ, друзья. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.